жилой комплекс, в котором мы остановились. Данный жилой комплекс называется резиденция Порта де Мар Кавалерис Лютмея. Жилой комплекс состоит из 13 домов. Дома все однотипные, но апартаменты везде разные. У каждого жителя есть свой пульт. Нажав на кнопочку, Сим-Сим открывается. Буквально через 100 метров мы с вами ощутимся около большого магазина Шпар. Данный супермаркет работает с половины 8 утра до половины 8 вечера и находится, как уже было сказано, недалеко от резиденции, недалеко от апартаментов, в которых мы живем. Хотим купить свежие круассаны на завтрак и потом отправляться на пляж после плотного завтрака, скидывать вес, растрясать свои жиры. Вот на углу пекарня. Сейчас будем выбирать, что нам понравится. Как всегда, французские багеты для того, чтобы скушать вот таких вот монстров. Смотрите, какая прелесть. Все живое, все свежевыловленное. Устрицы любого калибра, любого размера. Рапаны, улитки и мидии. Друзья, обратите внимание, какие шикарные велосипедные дорожки в двух направлениях, прям как для автомобилей, в одну и в другую сторону. Ну и также эти дорожки предназначены для движения пешеходов, потому что как таковых тротуаров здесь очень мало. А сегодня мы с вами посетим шикарный пляж под названием Бомбокто. На этом пляже мы уже были, и сегодня решили снять для вас обзор. Вот начинается дорожка, спуск к этому пляжу. Обратите внимание, что больше всего нравится, то что запрещено передвижение на машинах, на мопедах и на мотоциклах. Вот название этого пляжа, его описание. Кому нравится, как всегда, нажмет паузу и прочитает. А мы с вами идем дальше и смотрим, что нас там ждет. Обратите внимание, какой огромный цветущий кактус. Скоро французы научатся не только вино делать, но и текилу, потому что кактусов в этом районе достаточно много. Местные непроходимые джунгли и новодел, сделанный руками человека. Это дорожка с фонарными столбами, для того, чтобы ночью не заблудиться и дойти до этого прекрасного пляжа. Крутой спуск. И дорога продолжается прямо. Но отсюда уже слышны всплески воды, шум моря. Смотрите, какая красота. Дорога к пляжу Бомбокто лежит через шикарную аллею, которая спасает путников от зноя, от изнурительного солнца и помогает преодолеть этот путь в тенечке, в прохладе, так сказать, особо не напрягаясь. Да, очень крутой спуск, но в то же время шикарная дорога с изумительным покрытием дорожного полотна. В конце данной дорожки нас ждет небольшая вилла с ресторанчиком,
который, к сожалению, на данный момент еще не работает, так как пандемия сказалась на сфере туризма и на сфере ресторанного бизнеса очень-очень сильно. Многие рестораны закрываются, но вот такие частные, где люди живут, сдают номера, еще каким-то образом выживают. Вот мы дошли до небольшого перекрестка, где идет две дорожки, и две эти дорожки приведут на один и тот же пляж, только с разных сторон. Еще раз вам напомним, пляж называется Бонпорто. Мы пришли на дикий пляж, малоизвестный, где ожидается мало народу. Обратите внимание, какая по сторонам природа. С этой стороны гора, море, и здесь тоже гора и растения. И вот по такой дорожке мы спустились сюда. Пойдем все разведывать дальше. Будем купаться и получать хорошее настроение, наслаждаться видами, природой, солнцем и песком. Посмотрите, какое прекрасное море, относительно спокойное. Да, сегодня небольшой ветерочек, но это не мешает людям принимать солнечные ванны, купаться и просто быть в хорошем настроении. Пляж относительно небольшой, с двух сторон окружен скалами. Инфраструктура здесь отсутствует, туалетов как таковых нету. Что мы вам хотим сказать? Что нам нравится на этом пляже, что здесь не очень много народу и очень чистое море. Нету ни яхт, ни катамаранов, ни водных мотоциклов. Просто дикая природа. Дорогие зрители, конечно, я не могу сказать за все южное побережье Франции, но в том районе, где мы сейчас находимся, необыкновенной красоты песок. В песке большое содержание то ли кварца, то ли от скальной породы металла, потому что такое ощущение, что в камнях находятся кусочки металла. Но за счет этих маленьких частиц вся вода, весь песок переливаются так красиво и настолько сильно, как будто бриллиантовая крошка рассыпана по всему побережью. Сейчас мы с вами попробуем снять это, как это происходит все в воде. Обратите внимание, насколько прозрачная вода и сколько много в ней находится блесток. Такое ощущение, что кто-то в воду рассыпал много-много бриллиантовой крошки. Обратите внимание, как я и говорил раньше, очередной цветущий кактус. Французы явно хотят переквалифицироваться и занять нишу по изготовлению текилы. Ну а что, я продолжаю дальше показывать вам этот пляж. Это один из немногих пляжев, и чуть ли, наверное, не единственный. Пляж, так сказать, дикий. На нем нету ни туалетов, ни кафе, ни лежаков с зонтиками.
Этим он и привлекает многих туристов, которые хотят спокойствия, тишины и наслаждаться звуками и красотой природы, а не звуками цивилизации. Шум машин, музыка и бряканье стеклянных бутылок и стаканов. Смотрите, как красиво. Как говорится, и на камнях растут деревья. Сегодня достаточно пасмурно. На небе солнышко периодически сменяется облаками, но все равно очень тепло, нету ветра, спокойное чистое море. Береговая линия не очень длинная, но в то же время относительно широкая. Места хватит всем. Главное собраться, приехать и получать удовольствие. Но мы сейчас с вами идем купаться. Всем хорошего дня, хорошего настроения, добра, счастья, здоровья.